Ты сейчас серьезно? Окей, окей. С нами, значит, Антон Титов, автор Roadrunner, Spiral Framework, цикла URM, отец Temporal PHP SDK. Да я договорил, блин, ребят. Ты троллишь меня. Участник многих конференций и просто чувак, который может собрать на коленке 3D принтер и своего робота-надзирателя за человечеством. Антон, у тебя сзади тебя стоит робот или что у тебя за ящички такие? Нет, это просто лабораторный блок питания. Попроще, чем робот. Мгм. Робот в шкафу стоит, я его не доставал, чтобы людей не травмировать. Извини, Алексей. Как и, продолжай. как и все награды, что меня Алексей представил, медали, они все на кафтане в шкафу висят. Roadrunner тоже в шкафу стоит. Да, ждет. Ты можешь, Антон, что-нибудь добавить моей пламенной речи? Может, что-то, что я не сказал? Может, Нет, у тебя спасибо. есть еще какие-то? Ну, я такой красной дорожки не видел, а так все ок, все по делу. Угу. И в инопланетян ты тоже Подожди, видишь. да? дорожку? Конечно. Так, ладно, Такой- погнали по вопросам. Я как бы для разогрева, может, что-нибудь скажу, например. Да не буду. Я не буду говорить, что PHP самый лучший язык и занимает большую часть веба. Да и вообще, давай может, про Go поговорим. Давай вот так. Зачем ты Внезапно. придумал Roadrunner? Прямо так сходу. Зачем Да, он смотри придумал в Roadrunner? камеру, Антон. На тебя смотрят как минимум 200 Меня человек просто- в онлайне, поэтому говори в камеру. У Нет, него там ж 200 шпаргалки человек. ниже. Roadrunner придумался на самом деле очень давно, еще до того, как даже Go знал, потому что как бы при написании фреймворка очень сильно копаешься в кишочках и понимаешь, какие вещи оптимальные и неоптимальные. И вот еще до появления Roadrunner долго была идея, почему вообще вот приходится постоянно загружать все это дело в память, там конфиги читать. Выключите, пожалуйста, музыку в фоне. Конфиги читать и загружать необходимые тебе классы. И, в общем, просто, ну, когда пишешь фреймворк и начинаешь копаться, типа, давайте сделаем кэш конфигов, а давайте сделаем кэш view, а давайте сделаем кэш вот этого, начинаешь просто очень быстро задаваться вопросами, нахрена вообще все это нужно. И вот очень долгое время эта мысль витала, и в какой-то прекрасный момент времени я просто плюнул и решил сделать прототип. И когда я его побенчил, я понял, что, походу, это уже не просто будет прототип, вот, и довели его как бы до состояния сначала просто сервера, который может бинарные пейлоды выполнять, потом HTTP-шного сервера, ну и потом уже остальная история, то есть сейчас Roadrunner развился в сервер, но почему? Потому что, ну, писать фреймворк, не имея возможности контролировать его лайфцикл, это отстой, вот почему. Как-то так. Я думал, что ты знаешь, что у нас не очень серьезный стрим, и ты мог ответить, что ты просто что-то там курнул, и этого бы хватило. Но раз ты настроен очень серьезно, Ну, я чувак серьезный, вы меня позвали, я буду серьезно вам отвечать. Но то, что, блин, то, не что, то, стилизовались. но то, что я курнул перед тем, как написать прототип, да, вот было, было так. Ага, тогда у нас есть вопрос в тему. А что ты курнул, когда придумал Roadrunner? Ну, я живу сейчас в стране, где все легально, поэтому что-то я курнул, название не помню, но зашло хорошо. Зашло хорошо, меня перло весь вечер, и к концу вечера у меня был прототип. Хорошо, а зачем тогда ты его выложил в open source? А что с ним еще делать? На стенку Ну, повесить? смотри, у тебя есть крутая технология, которая там, ну, мы бенчили, да, там, допустим, пускай там в 3 минимум раза ускоряет работу PHP. Нафига ты это понес в open source, если мы знаем, что у тебя есть компания, в которой ты можешь разрабатывать проекты и рубить за это бабки, то есть какой-то там денежная какая-то штука, и ты мог это использовать сам по себе и не Ну, это так, выкладывать его в open source. ну, так легко говорить. У тебя есть компания, поэтому ни хера не делай. Это интересно. Ну, во-первых, open source помогает и промоуту компании в том числе. Потому что вот нас сейчас знают, а не было бы open source, нас бы не знали. Вот. Во-вторых, потому что любая технология, она очень быстро устаревает. И чем дольше ты ее держишь у себя как бы внутрях, тем быстрее она устаревает.
Вот то же самое с фреймворком спиралью было. Я же первый раз сделал в 2009 году еще. И к моменту, когда я такой думаю, о, у нас охрененный фрейм, все умеет, такой бам, открываю рынок, и там уже ларка. Я открываю фичи сет ларки и понимаю, что ни хрена мы уже далеко не первые. И вот повторять такого не хотелось бы. Но я хотел бы добавить, А, что помимо того, что Антон его выложил в доступ всем, он еще и потратил из своего кошелька очень много денег, чтобы эту технологию развить. Потому что, насколько я знаю, open source, особенно Roadrunner, плохо спонсируется. Ну, что там спонсорство практически на нуле, и его развитие, оно лежит на плечах Антона. Он устроился на 10 Слушай, работ, там, дворником. спонсоры есть, да, но как бы опять же любой open source требует в любом случае какого-то вливания времени. У меня есть свой шкурный интерес, потому что я на нашем ПО делаю другое наше ПО. Поэтому вот почему я этим занимаюсь. То есть, как бы, откровенно говоря, мне приятно в open source выкладывать, но у меня есть свои приоритеты. Как бы так. А спонсоры есть, что-то немножко капает. Да. Хорошо, Но давай тогда подожди, у меня вопрос. вернемся в Ты мир PHP. хотел Еще, давай. вопрос-то все-таки. Но у тебя правда 10 работ, чтобы оплачивать все развитие Roadrunner? Ну, если меня с 2 уволят, то будет 10, да. Окей. А, да, давайте немножко в мир PHP вернемся. Все-таки тут отвлеклись, разогрелись. Ну, сейчас получается у Roadrunner большой комьюнити, сам язык PHP хорошо развивается, там фреймворки даже идут по стопам спирали и тоже переходят на Roadrunner, там вливается в лонг-ливинг, лонг-раннинг. У них это не очень гладко получается, но движение какое-то есть. Также появляются всякие PXP, хотя как появился, так о нем уже больше ничего не слышно. Ранкин там PHP. В экосистеме PHP вообще все хорошо? Как ты думаешь, Антон, не топчется ли экосистема PHP на месте и идет ли вообще развитие тем темпом, которым хотелось бы это видеть? Ну, на вид идет, движуха есть, дайджесты есть, новые инструменты есть. Мне кажется, как бы развивается норм. Сказать, что двигается в том направлении, которым нужно, я не знаю, какое направление нужно. Поэтому я не тот чувак, который на это спрашивать. Вот, но Подожди, а развивается. зачем мы тут собрались? Ну, Мы думали, ты Ну вы, знаешь, ну ты вы, нам ну ответишь. вы мне сами сказали, вы хотите серьезный ответ, или вы хотите просто ответ? Или шуточный ответ? но Антон Roadrunner двигает PHP в нужном направлении все-таки. Ну, я бы сказал, не только Roadrunner. Тут просто настолько сложный вопрос, настолько сложный ответ, что на него так просто не отшутишься. Двигается ли PHP комьюнити? Да. Двигается ли он туда, куда оно должно двигаться? Не знаю. Я, например, в этом не полностью уверен. И мне, и мне, Тебе и, фичи сам... давай. и мне кажется, здесь не в фичах дело. Здесь больше в менталитете. Вот. Хотите, раскрою тему, хотите, не раскрою. Давай, Давай, продолжай. давай. Просто у нас есть и фичи-сет, то есть это не фичи языка, да, то есть условно команда фарт в ядле PHP ситуацию бы не спасла. Но здесь более глобальная проблема. Здесь проблема в том, что, к сожалению, многие PHP-шники застревают, они застревают в своем инструменте и дальше за его пределы не выходят. И это неплохо. Как бы ты про там Ларки, Симфони, Спирали, Roadrunner, молодцы, как бы это здорово. Проблема в том, что такой ситуации в других языках нету, а из-за того, что такой ситуации в других языках нету, люди изучают более высокие концепты того же компьютер сайенс. И к чему это все приходит? Приводит к тому, что когда к тебе приходит клиент и хочет сделать enterprise софт, он PHP не будет брать. Он тебе прямо так скажет, я не хочу PHP-шников, потому что я им не доверяю. И как бы, что здесь поспорить? Комьюнити есть, вот у нас есть Ларка, например, да. Шикарный фрейм, на нем можно делать большие, сложные, наверное, даже интересные проекты. Но пособеседуй человека, пишущего на Ларке последние 5 лет, на позицию solution архитектора, например, или позицию senior-разработчика в компанию, которая не только Ларка занимается. Это будет просто стыд. Потому что человек ничего не понимает ни про архитектуру баз данных, не понимает ничего про какие-то микросервисные системы, event-driven системы, ничего. Для них вот есть Ларка, есть формочки, есть все остальное. И шильдочка у него сеньор-разработчик.
И вот из-за этого, вот почему я не очень рад, куда двигается экосистема, потому что я это вижу из первых, как бы из первых рядов. У меня есть клиенты, и вот у нас в последнее время уход есть на .NET, на Java. Потому что ты берешь на Java мида либо сеньора, и он знает в 3 раза больше, чем сеньор PHP-шник, без обид. Вот я накинул. Вот, пожалуйста. Ну, смотри, ты накинул, что этот заказчик считает, что PHP для Enterprise не подходит. А ты как считаешь, он подходит для Enterprise? Ну, как бы нету всегда единого ответа. Да, я считаю, что PHP для Enterprise подходит, и я этим занимаюсь последние 10-15 лет. Вот. Но для этого нужно прошерстить очень большой объем PHP-истов, чтобы найти нужные кадры. И, к сожалению, гораздо больше объем, чем людей, например, в Java. Как бы это грустно не звучало, но это практически так оно и есть. Поэтому, когда клиенты говорят, что мы не хотим делать enterprise на пыхе, потому что мы не найдем людей, ну, я не всегда могу с ними поспорить, потому что частично я с ними согласен. То есть, получается, вот это преимущество PHP, что туда проще въехать, оно уже тут не работает, и тебе сложнее Нет. найти PHP-шника на Enterprise, чем джависта. Ну, то есть найти PHP-шника, который мне сделает сайт с формочкой, easy, правильно? То есть вот кликнул, у тебя их 1000 человек. Найти мне PHP-шника, который мне заедет в живой продукт, сделает новый сервис и заинтегрирует его, это сделает грамотно, гораздо сложнее. Вот. Тем более, если он там какой-то фреймворк специфик. Вот возьмите тех же самых гошников. Нету такого понятия, как гошный разработчик, который фреймворк специфик. Они не пишут на фреймворках. Нужен фреймворк возьмут, не нужен не возьмут. Они гошные, гошники в первую очередь. А в пыхе как у нас? В пыхе что тебя переводило спрашивать? На каком фреймворке ты пишешь? Правильно? Да. Ну вот. Знаешь ли ты этот стек? Знаешь ли ты этот стек? Если ты его не знаешь, тебя даже собеседовать не будут дальше большинство компаний. То есть фиг с ним, что у тебя там шикарное понимание архитектуры, но если ты на ларке не понимаешь, как фасадами пользоваться, нафига ты проект? И вот из-за этого создается такая вот местечковость, создается вот такая вот дробление комьюнити внутри самого же PHP, да, и там мы бьем в грудь, говорим, что Спираль лучше всех, UI бьет в грудь, что на UI лучше всех, Symfony лучше всех, эти лучше всех, а в итоге все между собой срутся, и в это время Java, Python, Python, извините, забирает enterprise рынок, на котором даже нормального ООП, в принципе, ну, из коробки, наверное, нет. А вот для Enterprise почему PHP подходит? Потому что, да, у нас очень хорошая модель, у нас очень хороший ООП на уровне Java и .NET. То есть можно очень сложные приложения строить. А просто кому это надо? Павел, у тебя есть что добавить? Я Извините, боюсь такой циничный комментарий. поджечь много жоп. Ты замьючен, Паша, если что. Да, ты замьючен. Так, я не замьючен. Я для вас замьючен. Я говорю, что я боюсь поджечь много жоп своими комментариями, поэтому... Не-не, ты давай поджигай, пока я найду чем потушить. Но если смотреть чаты по Laravel, то можно заметить, что, может, это вообще проблемы PHP, но многие перестали читать книжки по разработке. Они приходят и читают только документацию Laravel, и поэтому начинается «а как тут вот сделать что-то, что не описано в документации Laravel?» Там, типа, сохранить файл без использования сториджа там какого-то Ну вот. фасада. И вы становитесь не PHP-разработчиками или просто даже инженерами, вы становитесь продуктовыми инженерами, потому что Lark — это продукт. Вот кто-то придумал продукт, а вы к нему как бы такой аппендикс, который на нем пишете. Для любого фреймворка, даже для спирали. Ну, а единственная разница только в том, что мы хотя бы стараемся делать более сложную архитектуру, которая заставляет думать. Ну, из-за чего у нас проблема, что мы не можем комьюнити сильно растить, потому что не каждый может влиться. Хотя вот показываешь ее же джавистам, и им все понятно, что такое интерсепторы, слои, темпоралы, то есть у них вопросов не возникает, вопрос почему. Вот там хохма такая интересная. У меня был проект, крупный проект, на котором клиент выбирал, куда ему мигрировать PHP-шную базу, Legacy. У него был выбор Symfony, Спираль и Laravel. И вот там был такой пункт интересно. Он сравнивал объем документации, объем звездочек, объем комьюнити, активность комьюнити, активность продукта. И на всех первых местах была Ларка. Но комментарий клиент сделал очень интересно. Да, Ларка везде победила, но мы ее ни в коем случае брать не будем. Потому что мы собеседовали ларовских программистов, и мы знаем, что это будет.
И вот получается ситуация, что у вас фреймворк, который номер один в мире, да, по сути, вредит PHP-шникам вот глобально, потому что ни одного PHP-шника с Larkin на сложную энтерпрайзовую разработку, где нужно думать, строить диаграммы и иногда уходить за пределы пыхи, ну, его там брать не будут, он просто собеседование не пройдет. И это сильно, сильно портит репутацию. Ну, извините, но как бы так оно и есть. Ну и клиент, судя по их же метрикам, на втором месте был Symfony, я подозреваю, да? Ну, сообщество больше. Symfony, да, И да. он взял Symfony, да? Ушли на Symfony, да. Ну, вот Symfony вот еще тащит, это хорошо. То есть у них плюс-минус паттерны нормальные, но маркетинг у них, конечно, до Larkin не дотягивает. Печально. Хорошо, да. Нехорошо. Хорошо, нехорошо. А для каких вообще задач ты берешь PHP? И где PHP хорошо справляется, где нет? Везде, где нужно обрабатывать сложную бизнес-логику, PHP справляется прекрасно, как и любой OOP язык, Java.NET. Но PHP лучше, потому что у него меньше verbose syntaxis, то есть за счет он динамический. Ну, как бы, там уже мы сахарку, конечно, подобавляли с property и аргументами, но для описания сложной бизнес-логики он прекрасен, для workflow он прекрасен, для маппингов, крадов он прекрасен. Я бы сказал, я его не беру. Я его не беру везде, где у меня протекает инфра, либо начинается какой-то там обработка персиста соединений, там веб-сокеты, центрифуги, там внешние какие-то LLM, которые данные стримят. Вот там я его не беру, потому что, ну, я понимаю, что можно на пыхе сделать на сокетах, да, с event-лупом. Но, окей, я это сделаю, а кто это будет поддерживать? То есть все равно этот async знает там 2 человека с половиной. Короче, Поэтому нам- везде его беру фактически. вывод такой, что PHP круто брать везде, где только можно, потому что это быстро, потому что он повсеместен, но как только мы на какой-то low level уходим, то там что-то другое желательно. Ну, вы уходите на low level, и у PHP-шников ломаются мозги, без обид, ребят. Как бы говорите людям, окей, мне нужно обработать вот консоль, вот мне нужно сделать, например, серверное приложение, чтобы у меня с консоли я мог стримить обратно какую-то информацию. Все. Сразу же у людей круглые глаза, такое вообще на PHP можно сделать, возможно, смысл. Сделать можно, можно. Как сделать? Книжки что-то открываете, и в книжке есть глава, называется «Работа с сокетами». У Котерова есть это, у любой другой книжки по PHP есть. Но если вы ларавельщик, ну тогда извините, пакета для этого из фреймворка нету. Сделать это невозможно. Ну, в любом случае, скорее всего, здесь будет иметь смысл перейти на какой-то более подходящий стек, там, то же самое Go, C, Rust, ну, Node.js, что угодно. Везде, где у вас есть встроенный event loop, встроенные крутины и все такое. Но пугаться таких вещей не стоит. Кстати, Ну, это, кстати, опять к вопросу о фичах. То есть, получается, была бы такая фича, как async await, event loop, там вот это все было бы не блокирующее ее в PHP, то вроде как он бы тоже тут мог справиться. Мне кажется, это не надо языку. Откровенно. Ну, во-первых, потому что async уже есть, у нас есть генераторы и у нас есть файберы. И для большинства приложений это ложится. Ну, то же самое Temporal работает над генераторами, и прекрасно он работает, и прекрасно он реализует тебе сложнейшую синхронную логику с каналами, с очередями, со всем, чем только хочешь. Это нативный PHP, то есть без расширения каких-либо. Ну, на самом деле, вот то, что сейчас пытаются ребята делать, там, геттеры, сеттеры на property, на объекты, ну, это, наверное, вот туда, куда бы я бы сам, наверное, хотел бы, чтобы язык копал, потому что чем мощнее будет наш ООП-парадигма в PHP, тем лучше на нем будет делать сложные приложения. Потому что, ну, что такое сложное приложение? Сложное приложение — это 4 домена, связанные между собой 3 инфраструктурными слоями, прокидывающие контексты сверху вниз, стримящие данные наверх и обратно, и как будто это просто абстракций будет, ну, очень много. Такое написать на Гошке можно, и оно будет быстрее работать, без вопросов. Но пока ты это напишешь, отполируешь, еще 4 раза прототип перепишешь, пройдет несколько лет. На пыхе такое можно сделать за месяц. Павел? Павел завис. и я завис, да. Хорошо, а вот сейчас очень модно машин learning всякие там использовать. PHP здесь может
Ага, что-то в комментах Отвалился происходит. Леша сразу. Серьезно? Да не, нормально все, Алексей. Продолжай. Нормально? Не, я Да-да-да, могу все нормально. на другой Не-не-не, Wi-Fi все перейти. окей. Так, вопрос мой шел в DevNull, да? Ты что-то начал про ML спрашивать, да, и... Ага. Да, я потом увидел, что ты улыбаешься и что-то отвечаешь в чат. Я подумал, там может что-то поинтереснее. В общем, Machine Learning Мем сейчас напомнили. популярна тема. И вроде как, не знаю, там что-то на питоне пытаются запускать, вроде питон, но сейчас модный в этом плане. А PHP может тут быть популярным? Ты вообще используешь ML-ки? Конечно, мы сейчас продукт делаем. Ну, давай так. Здесь нужно разделять, наверное, немножко понятие ML-ки и consuming ML. То есть будешь ли ты делать на пыхе обучение там своей какой-то сети, да, там для распознавания картинок нет. Мой ответ лучше не знать, но Ну, нет, смысл ясен, да. не будешь ты этого делать, потому что биндинги на питоне, они гораздо-гораздо лучше. Там Keras, TensorFlow, они уже годами отполированы, и все есть, и везде есть поддержка любого GPU. Вот. Будешь ли ты на пыхе делать приложения, которые консюмят LLM-ки? Конечно. Ну, потому что с точки зрения обычного приложения все эти нейронные сети это просто черный ящик, данные на вход, данные на выход. Откуда пришли эти данные, абсолютно всем по барабану. Если у тебя есть огромное приложение, где куча данных и баз данных, и оно написано на пыхе, никто не запрещает тебе ходить по API в микросервис на питоне, чтобы оно тебе там классификацию делало. И Пыха в этом плане ок, потому что Пыха всю жизнь работала и ходила за данными в разные системы, и запускала на очередях обработки, и работала с медиа-контентом. То есть как бы парадигма здесь не изменилась от слова совсем. Алексей, к Ну, опять? тебе вопрос. Нет, когда ты починишь типизацию в темпорале? Люди там уже негодуют. Да, она есть. Вы просто зайдите в наш сторонний пакетик temporal PHP /support, и там есть этот интерфейсик виртуальный, который можно использовать для типизации. Там в доке все есть. Так, что-то я хотел спросить. А вот ты говоришь PHP, да, там на consuming окей, но это вроде как IO, да, получается? Или... А до этого ты говорил, IO не очень хорошо для пыхи. Или ты инфраструктурный слой перекладываешь на что-то другое, а пыха уже готовыми данными манипулирует? Нет, ну если вы хотите сделать себе скейлищийся код, который там реализует, например, яичного агента, как API либо вашей моделью, то сделать такое на чистой пыхе можно. Но это будет очень-очень-очень сложно и, скорее всего, не очень хорошо будет скейлиться. Ну, мы, само собой, это делаем на темпорале, потому что нафига нам тогда еще темпорал? И там получается все очень шикарно и очень красиво. То есть все IO у тебя все равно уходит в асинхронный режим, оно у тебя в workflow прокручивается, ретрается, обрабатывается. Ты пишешь стандартный PHP-шный код, просто у тебя он работает распределенно и без отказа. Но я могу только добавить, что пыхой можно через temporal хорошо дергать за ниточки. Сначала workflow написать или activity на Да. пыхе, потом, когда ты видишь уже просадку, перенести ее на любой другой язык, который лучше Ну, справится с этой задачей. в том и смысл, что как бы на темпорале ты, по крайней мере, тебе особо по барабану, на каком коде написан сервис сейчас, потому что ты всегда можешь переписать, причем таким образом, что ты вообще не заэффектишь остальную часть приложения. Мы то же самое сделали. Мы сначала сделали адаптер на пыхе для там хождения в OpenAI, а потом сделали нормальный стримящийся сервис на Go, который просто подменил существующий адаптер на пыхе. Plug and play. До сих пор у нас есть флаг в дебаг режиме, что когда не хочется гошный дергать, надо посмотреть пакетики, мы врубаем и переключаемся на другой бэкэнд. Вот. И старый код переписывать не пришлось. Вообще. Звучит здорово. Так, отвечая на вопрос, тогда где же будущее PHP? То есть мы выяснили, что PHP-шники не читают книжки, PHP-шники замкнулись на продуктах типа Laravel Symfony, и то есть у нас и фичи языка его не... Ну, то есть PHP там как-то развивается, да, куда-то, но это
не то, что ставит его в будущем на коне на каком-то. То есть, чтобы он у нас не оказался в канаве, что нужно делать? Как ты Ну, думаешь? Книжки что? читать? Книжки читать, да. Или, может, курить Буквально начать. не надо начинать курить, ребят, курить вредно. Книжки читать, да, как минимум по вещам, которые не относятся к пыхе. Там, ну, я знаю, что многие ребята не занимаются Solid, архитектура. То есть она же, в принципе, кросс-доменная. Вам не важно, на чем писать, на Java, на пыхе. Нужно стараться быть разработчиком такого класса, что вам не важно, на чем писать. То есть хотите писать сегодня на пыхе, пишите на пыхе, на Java пишите на Java, по настроению. Но концептуально вы должны понимать, как ПО работает от начала и до конца. Поэтому, когда люди говорят, что мы не понимаем, как работает лонгран, ну, я им отвечаю, значит, тогда вы не понимаете, как работает любая программа. То есть вы просто пишете вот что-то на скриптике, не зная, как, кто, зачем его запускает. Напишите один раз приложение на коленке там, для Arduino, либо на C, либо на Гошке, и все вам станет гораздо яснее, как пыха может работать, как она работает сейчас и в чем минус. Вот этого люди не делают. Я думаю, что, наверное, ну, я бы хотел, если бы развивалась экосистема таким образом, чтобы у нас в PHP-шном комьюнити не было идолов. То есть, с одной стороны, да, конечно, хочется, чтобы там наш фреймворк был номер один в мире. С другой стороны, я знаю, что в итоге, когда у вас появляется продукт, который монополизирует один рынок, ничем хорошим это не заканчивается. Что если идолом будет не продукт, а технологии, просто технологии, то есть DDD и прочее. Ну, сейчас у нас, если посмотреть в профильные чаты PHP, многие задаются вопросами по DDD, там, по тестированию, по всему. Вроде вопросы-то есть. Даже Ну да, не знаю, да. Но но я же говорю не про чатики, где сидит 1% ПХПшников и общается, да. Я говорю про основную массу, которая устраивается на работу, проходит собеседование. Вот про что я говорю. То есть, ну, как бы судить по ПХПшному комьюнити на основании выборки в чата в Телеграме, где сидит 1000 человек из полумиллиона или сколько там у нас. Ну, вот только на Reddit подождите, 300 тысяч сидит. О, все отвалились. Да все Наверное, я... а здесь. я тебя Я слышал. сделал тебя... Ты сделал меня на весь экран. А, Вот. Ну, то есть, как бы это маленькая выборка судить. Естественно, всегда в пыхе будут ребята, которые обсуждают какие-то более сложные вещи. Это хорошо, что такие ребята есть. Но всегда будут ребята, которые открыли документацию Лархи, сделали форму и считают, что теперь они синие разработчики и будут доказывать, что они знают лучше тебя. И вот у меня был реальный же случай, когда мне один ларовейщик доказывал, что он сделал аналог Temporal на Ларке на редиске. Ну, и нет, так он с серьезным лицом, я его спрашивал, вот как ты решаешь такие проблемы, говорит, проблем таких не будет. Мне серьезным лицом человек доказывал, что он на коленке за 2 недели сделал, скопировал SDK поведение, окей, но он доказывал серьезным лицом, что вот он способен за 2 недели на коленке, на Laravel, на редиске сделать продукт, который команда Temporal с архитекторами писала 20 лет. И я не смог его переубедить, что у этого продукта будет, скорее всего, куча edge-кейсов, которые не будут работать. Но он же вот работает, работает. И вот это вот частично губит тоже PHP-стов, потому что они приходят на работу, они говорят, что они очень крутые, а на практике они пишут колбасу из кода, которую потом приходится выкидывать либо переписывать. И в итоге менеджмент такой, а что нам PHP нужен? Ну вот мы взяли уже третьего PHP-шника, нам сделали говно, хотя обещали конфетку, да, давайте, может быть, на Java уйдем. И уходят на Java. Да, Вот ребята, так мы читайте живем. книги. Даю гадаю, это Laravel Workflow пакет, наверное. И знаешь что? Возможно. Он имеет 800 звезд, а Temporal Да, SDK да, имеет да, да. 250 звезд. Потому что Temporal для них это сложная вещь. Почему это сложная вещь? Потому что для установки ее в Laravel потребуется больше, чем нажать одну кнопочку. Еще докер нужно поставить. А эта штука ставится в Laravel одним композер-зависимостью. Слушай, И Антон, ну, как бы понимаешь, и вот в чем проблема, как бы, и оно будет работать. оно и будет работает. Оно да. использует стандартный функционал Laravel, очереди, и просто там эти Q-чейны, и просто этим управляет, а результат просто через базу прогоняет, и все. Это будет работать, да. Оно даже будет работать в 90% случаев. Ну да, иногда в 10% будут возникать непонятные баги, непонятно откуда, как, кому решить. Вот. Но когда эти баги найдут, что будут разработчики говорить?
Ничего, они не знают, как его починить. У них есть пакет, который не работает, который обещает все им делать. Он не работает. Они скажут, а что нам делать? А вот на ноде есть другой пакет. И уйдут на другой язык. Потому что починить его нереально. А почему починить нереально? Потому что концептуально человек, который писал пакет, не понимает вообще скоп проблемы. И вот так вот с большинством пакетов, ну, не только в Пыхе, но вообще везде. И вот с этим вот идея в карго-культе, что если вот в Ларке есть пакет, то все решено. А мы код Ларки видели, и код Symfony мы видели, и код Спирали мы видели. И все прекрасно понимают, как эти фреймворки пишутся и сколько компромиссов необходимо сделать, чтобы у вас была какая-то рабочая штука. Но не все это понимают. Увы. Я, короче, Кстати, сюда пришел, наверное, так, побыть циником сегодня, очень серьезным таким. это Извините. хорошо. Нужно иногда разработчикам открыть глаза, чтобы они поняли, что что-то они, возможно, делают не так. Я, кстати, для тех, кто разрабатывает Laravel пакеты, хочу сказать, что мир не только Laravel полон, и, соответственно, пакеты, они могут поддерживать и другие фреймворки. А то я уже устал, там, типа, как запустить чат GPT на Laravel, или вот вам новый пакет для того, чтобы чат GPT на Laravel работал. А по сути-то делают-то для PHP пакет. Так я же про это и говорю, что это уже, Laravel это уже не PHP, ребят. Laravel это уже своя экосистема со своими правилами, со своими продуктами, своими вещами. То есть PHP это вне Laravel, а Laravel просто на нем написан. Но Laravel разработчикам PHP знать не обязательно. Они работу найдут и без этого. Вот. Но, к сожалению, это говорит о том, что когда вы собеседуете кандидатов серьезных, вам приходится ларавельщиков с большего сразу отсеивать, если у них ничего кроме ларки нет. Потому что, иначе интервью это будет просто хохма. Так, мне, значит, надо тудумить записать. Во-первых, читать. Я ребенку каждый вечер читаю какую-нибудь сказку. Я думаю, подходит. Можешь читать Бежать? документацию на пыху, да. Бежать от Laravel, да? Слушайте, давайте так, как бы, если вы на Laravel можете делать какие-то вещи, и если вы эти вещи можете продавать, вам за них платят, бежать от него не стоит. То есть я уверен, что очень много людей на Ларке прекрасно зарабатывают и счастливы, и я уверен, что на нем писать какие-то вещи приятно. Вот. Но мы просто не занимаемся такими вещами. Мы занимаемся более сложным ПО, более сложными заказами от клиентов, там, где Ларка уже просто не взлетает. То есть мы не можем просто гарантировать качество, потому что я не могу гарантировать качество разработчиков. Потому что они не могут мне гарантировать того, что они вообще понимают, о чем я говорю. Вот и проблема. То есть, если вас это устраивает, пожалуйста, но если вы хотите расти, если вы хотите делать ПО, которое будет делать какие-то сложные вещи, там, обрабатывать сложные запросы, не падать, да, гарантировать там, безопасность данных, то, вам нужно работать на уровне пониже, чем на фреймворке. Вам нужно понимать, как эти данные будут храниться, как нормализовать это в базе, да, как гарантировать, что это все будет транзакционно. Я вот когда с Lark пользуюсь, я вообще не понимаю, где у них транзакции. Вот у них есть модельки Safe. Вот как мне гарантировать, что у меня 3 связанные модели в месяц сохранятся? Я так понимаю, что как-то видно У них есть сверху рука. фасад, который А. запускает транзакцию и коммитит ее несколькими понятно, способами. да. Ну вот, значит, есть. Есть, но не все этим пользуются. Многие вообще не знают, что это такое. Ну, я видел код. Save, пару строчек save, пару строчек save. А если у тебя в середине в сейве упало? В базе мусор, привет. И большинство разработчиков вообще тут не парится. Для них это как бы, мусор и мусор. Значит, найдем багу, будем чинить try-catch, вычистка там, транзакции. В любом Да, другом по языке... крону просто, по крону будет вычищаться нормально. В любом другом языке программирования ты вообще не будешь никогда данные писать, не имея транзакции на руках. То есть в Гошке, даже вот вы когда пишете, у вас нужно аллоцировать объект транзакции, чтобы в его контексте работать. Можно там как-то забайпасить и кинуть запрос, но так не делают. В Java, смотря какой Java, да, если мы говорим про Spring и про Hibernate и про все URM, там по умолчанию вы всегда работаете в Entity Manager, вы не можете быть вне транзакции. Но вот у вас есть Active Record, который говорит им о том, что типа у вас данные в воздухе висят, и вы можете коммитить. И все уверены, что это серьезный паттерн, который серьезно конкурирует с датамаппером. А я говорю, что в этом паттерне скрывается половина важной логики при работе с базой данных, и он вообще даже не конкурент. Это даже, это как сравнивать спички и танк. И именно поэтому у тебя появился Cycler.m. Одна из причин, да.
одна из причин. Потому что Я все, вообще не что... хотел я вообще не хотел Dynamite писать. Я тогда тоже был, типа, давайте сделаем еще один Active Record. Вы думаете, почему Active Record так много имплементаций? Потому что их делать элементарно, там думать особо не надо. Данные взял, данные сохранил и все. Но когда мы начали делать и проверять use cases, стало очень быстро понятно, что Active Record мы уже не отмажемся, и пришлось идти в полную. Делать их просто, но Алексей до сих пор не знает, как работает Cycle RM. Ну, это он выкатит. Извините, я не пользователь Cycle ORM, я делаю другие вещи. Я Ты делаю только Cycle ORM, но я его не разрабатываешь. использую. Да. А поэтому на вопрос, почему там что-то парсит не так, как ты ожидаешь, ко мне с этим вопросом лучше не идти. Там юзер-кейсы. Ладно, а если, допустим, я такой PHP-разработчик, и я боюсь, я смотрю сейчас чат GPT-4, уже какой-то вышел, я думаю, что на GPT-5 уже PHP-программисты будут не нужны. Что меня спасет? Может, есть какая-то технология, в которую чат GPT пока не умеет? Ну, я же уже все объяснил. Буквально Не, 10 минут подожди, назад. сейчас уже... Кто Не, код-то книжки будет читать писать? это... Чат GPT или человек в Чат итоге? GPT, конечно. Конечно, Чат чат GPT GPT. будет. Конечно. Мне, может, мне наоборот на уровень выше идти, то есть не читать про низкий уровень, а такой, а как мне стать менеджером АИшки? Как раз таки нет. Тебе, чтобы подняться в архитектуре выше, тебе придется читать про низкий уровень. Как бы это банально и тупо не звучало, но так это и происходит. Потому что большинство архитекторов систем, ну, которых прямо я знаю, которые работают над крупными там, миллиардными компаниями, они все по умолчанию разбираются в низких... Они понимают про сетевые задержки, они понимают, как разбивается ПО, они понимают там про разделение памяти. То есть тебе, чтобы строить сложную систему, тебе нужно понимать, из каких винтиков она состоит. Если твои винтики — это Laravel функции, ты сложную систему не сможешь построить. Потому что это как бы, ну, как сравнивать Лего и конструктор Дупла. У тебя из кубиков ничего сложного не получится. Поэтому нужно разбираться в базовых вещах, в абстракциях. И в итоге, да, и в итоге ты придешь к тому, что ты просто описываешь, что ты хочешь, а тебе код или ИИшка эту штуку генерит. И к этому в итоге мы все придем, потому что именно клепать контроллеры, ну, это, наверное, самое неблагодарное дело, которое через пару лет уже никто делать не будет. По крайней мере, у нас. У тебя, То я вижу, есть в голове классика, крутится код, который уже клепает контроллеры. к Вернее, не сожалению, код, а сейчас еще ML-ка. многие шлепают формочки, поэтому я думаю, в ближайшие 50 лет, может даже и больше, формочки клепать будут. М-м. Нет, не будут, Леш. Я тебя огорчу. Ну, нет, это не история про твои роботы, которые аннигилируют все человечество, но в целом, я думаю, будет столько легосятины, которую ни одна АИшка не переварит. Ты как раз таки здесь заблуждаешься, потому что как раз таки с Legacy и работать проще всего. У тебя на Legacy уже есть куча примеров, как оно написано, у тебя есть исходные коды, которые можно залить в КБ, в RAG, во что угодно, и у тебя ИИшка прекрасно это понимает. Возьми любую программу, которая 10 лет и которую никто не мейнтейнил, и дай ее новому свежему PHP-шнику, он тебе через день повесится. Дай ее ИИшке, объясни мне, как эта функция вызывается, она тебе может посканить весь исходный код и объяснить, как, и даже не вспотеет. Поэтому, ну, люди, которые зарабатывают тем, что просто набивают циферки и буковки на клавиатуре по уже готовым стопроцентным спекам, ну, боюсь, что, как бы, по крайней мере, то, что я думаю, будет, оно будет как раз то, как вы рассказывали, пессимистично, что у этих людей в будущем вот работы в таком ключе не будет. У людей, которые могут объяснить, что нужно сделать, как это сделать и как оно должно работать, так какие ребята, да, такие смогут руководить проектами, писать их. Просто вместо того, чтобы фигачить код, вы просто приходите в ИИшку, говорите, мне нужен контроллер, делающий вот это вот, в зависимости от этих моделей и в зависимости от того функционала. Идете пить кофе, приходите, у вас написан контроллер, на него написан тест. Короче, ребята, следующую книгу, которую нужно читать, это «Как писать промпты ИИшки». Ну, вы же когда пишете промпты ИИшки, вы же опираетесь на свой опыт. То есть, по сути, читать нужно то, как руководить джунами. Если вы можете сделегировать задачу джуну, вы сможете сделегировать задачу GPT.
А я тут попробовал сгруппировать вот эти два совета, бежать от ларки и читать книжки, сгруппировать это под двигаться в Enterprise. Это правильно? Ну, слушай, ну, нет такого вот чисто вот Enterprise, а не Enterprise. Вот я открываю дверь, там Enterprise, возвращаюсь, там больше не Enterprise. Enterprise — это то же самая разработка, и у вас те же самые бюджеты, и у вас те же самые проблемы. Проблема только в том, что у вас на небольшой проектик скоп задач 50 пунктов, а на Enterprise 5000. И они все должны работать, быть протестированы и еще задокументированы. То есть И нагрузка, наверное, разная. и нагрузка разная, и сложность разная. Ну, как бы нагрузка на человека не сильно меняется. Ну вот смотри, если мне нужно сделать небольшой сайт, где покупать билетики онлайн, да, но я это могу на ларке сделать, на коленке за неделю. И любой это может сделать, и проблем не будет. А вот теперь тебе нужно сделать систему, которая должна покупать билетики из всех кинотеатров с 20 разными API в США, уметь еще делать рассылки, правильно корректировать цены на время какого-то ивента, иметь еще аудит-лог и сама генерировать налоговые выписки для этих театров. Можно ли это сделать на ларке? Можно. Получится ли это страшное говно? Да, это будет страшное говно. Поэтому тебе приходит архитектор, и до того, как он еще выбирает тебе фреймворк и технологию, он говорит, давайте мы будем дробиться на домены, давайте думать, как оно будет взаимодействовать, где будут храниться данные, как это будет гарантировано, что у нас будет единый источник для всех этих решений. Вот сначала он архитектит, потом он получает эту сложную архитектуру, и потом ее уже можно раскладывать на кусочки. Какой-то из кусочков вполне может быть ларка, но проблема в том, что у ларки нету нормального API для того, чтобы встраиваться в большие сложные системы. У них нету ни gRPC, их очереди фактически заточены по работе внутри ларки. У них нету коннекта на temporal, у них есть какая-то своя подделка, да. И в итоге получается, что у тебя есть экосистема, где ты не можешь написать это на одном языке, потому что тебе нужен там отдельный сервер под WebSocket, тебе нужен отдельный сервер на коммуникацию с API. Ты купил вендорский софт на Java, написанный, например, для работы с платежками. А тут сидит такая ларка, говорит, все, делайте все на мне, потому что я ни к чему не могу подконнектиться. Ну и без костылей, естественно. И вот поэтому я говорю, что она для Enterprise не заходит, потому что она просто не дружит с другим ПО, она дружит только сама с собой. Вот все, что мы делаем в спирали, это мы буквально типа делаем вот все коннекторы, чтобы можно было писать код на любом языке и встраивать PHP-шный код и логику тоже в любую экосистему. Вот для чего, ну, вот что такое Enterprise. Когда у вас все компоненты взаимозаменяемы. Они говорят, что я самый главный здесь, самый красивый, поэтому только на мне это можно писать. Ну, у них же там миллионы пакетов. Можно же все что угодно получить в готовом Подожди, а виде. не это ли сейчас Антон сказал, что я самый красивый, пиши на мне, только в контексте Enterprise и Spiral? Ну, у тебя есть миллион пакетов, да, но вот у тебя, например, нету пакета, да, для того, чтобы делать консенсус между пользователями. Вот у тебя нужно сделку провести, да. У тебя есть два юзера, которые должны дать тебе полное подтверждение того, что они готовы на сделку. Это должно быть гарантированно полностью миллион процентов безопасно и иметь стопроцентный консенсус. То есть ни в коем случае там двойных кликов, мискликов, ничего быть не должно. Тебе для этого нужно брать какой-то язык, где ты будешь либо брать это на temporally, либо держать консенсус в памяти, какой-то persist connect, открывать транзакцию. То есть как бы делать сложные вещи. На ларке ты такого сделать не можешь. Ты можешь накостылить это на ларке. И на Spirite ты можешь такое накостылить, и на Java, и на Symfony ты такое можешь накостылить. Но у нас модель такая, что у нас stateless код, он не может держать консенсус без каких-либо пассов, там, ухищрений, хитрых приколов. На Java ты такое делать можешь на easy, потому что на Java пишут брокерские сети, на Java пишут те же самые биржи, где это все коммуницируется вот на уровне атомарных байтиков, на уровне процессора. И они это могут гарантировать на уровне работы всей системы. А мы не можем. И у тебя возникает ситуация, что у тебя есть и фреймворк или язык, который тебе очень нравится, но ты на нем физически не можешь этого сделать. И вот начинается боль. Начинается боль, когда стартапы сначала вбухивают кучу денег в разработку на ларке, а потом понимают, что ни хрена. Вот у нас был один из клиентов, не буду именно называть, они сделали прототип на ларке. Ну, норм, там, интерфейсики, кнопочки, а потом они подписали клиента, который сказал, о, да, система шикарная, вот вам наши данные, и дали им 3 миллиона строк в Excel. И разработчики такие, а а давайте все на Гошку перепишем теперь. Ну и переписывали на Гошку все 2 года.
А все почему? Потому что они не смогли нормально заизолировать кусок кода, который на это отвечает, потому что у них просто не было концепта вот микросервисов в Lark. Ну, REST точки, но это не микросервис, это просто внутренняя API. И в итоге вы как бы бежите на скорости вот 100 км в час, пока не врезаетесь в стену, больше которой вы двигаться не можете. И вот не все разработчики это понимают. То есть, а понимать ограничения своих инструментов — это, наверное, самое главное, что вы должны уметь. Опять я тут всех нагнал, да? Я, я вообще на мемчик поржал. Павел, ты можешь вообще мемчики в эфир вывести? Тут неплохие Ай. были. Но Игорь сегодня прям мемчики делает отличные. Знать бы, как их вывести Наш еще. мемеджер. Ну, то есть, как бы, смотрите, что просто меня потом не цитировали криво. Я ничего лично против Laravel не имею. Да, То ты есть, просто сказал, что это говно. да, Продолжаем. я объясню, почему это говно. Я ничего не имею против Laravel как продукта. То есть они молодцы, они вбухивают деньги, маркетинг, пиар, все такое. Он приводит PHP-шников в экосистему. Ну, как бы PHP, ну, частично из Laravel PHP до сих пор не умер, потому что много движухи. Мне не нравится эффект, который Laravel оказывает на PHP-шные кадры. Вот это мне не нравится. Поэтому я считаю, что именно концептуальный подход они могли бы сделать лучше. Они могли бы сделать там Laravel для beginners, уход в более сложные и рассказ про более сложные паттерны, чтобы люди росли с фреймворком. Потому что любой джавист на Spring Boot может тебе форумчик сделать, а может тебе написать распределенную систему для обработки транзакций. А ларавельщики, у них вот все, вот у них форумчик, и выше ты уже не прыгнешь, никуда не уйдешь. Но в итоге у тебя накапливается огромное количество кадров, которые как бы PHP-шники, но которых ты не можешь использовать для чего-то более сложного, тебе приходится их на месте учить. И вот это вот мне очень не нравится, потому что из-за этого страдает серьезный perception PHP как языка в целом. Потому что когда люди начинают собеседовать ларавельщиков, которые в резюме написано PHP, и они начинают понимать уровень этих ребят. Потому что внутри ларки ты сеньор, а вне ларки ты не понимаешь, какой функции массив отфильтровать. Было Есть такое у же меня тоже, да. коллекции. Класс Ну классный. вот. У меня было интервью, когда мне человек доказывал, что ларавеловские коллекции работают быстрее, чем нативные PHP-шные функции, потому что это ларавеловский код. Вот мне человек на полном серьезе это доказывал, и у него была шильдочка «Сеньор-разработчик 5 лет Laravel». То есть он все-таки устроился. Нет, так у него, я не сомневаюсь, что проблем у него найти работу не будет. И у любого ларавельщика проблем найти работу не будет. Пока не появится ИИ, который не начнет писать вот эти вот мелкие несложные бложики и проекты за людей. Потому что тогда на рынке останутся только те, кто умеет писать более сложные проекты. А это уже будут не ларавельщики. И что нужно знать ларавельщику, чтобы выжить в этих условиях? Ларавельщиков, Надо чтобы забыть выжить... Laravel, да? Нет, ты знаешь, я думаю, я знаю, почему Laravel нравится, потому что его фаново писать. То есть, когда вы пишете код на Lark, у вас куча фасадов, подсказок и всего такого, это реально фаново. Вы такой входите в поток, и у вас все на месте есть, каждый плагинчик есть, нужно ревью, чик-чик, пакетик поставил, все готово. Вот. Проблема в том, что надо думать, как это вообще все вместе склеивается, а не просто писать код. Потому что код потом нужно читать, мейнтейнить и поддерживать. Когда у вас появляется солянка из 5 фасадов, которые дергают 5 разных компонент, которые каждый из них непонятно как связано, такой код уже становится поддерживать очень тяжело. И в итоге вы тратите больше времени на костыли, на ивчики. Я не знаю, что какой дать совет ларавельщикам. Если вам нравится ларка, ну окей, здорово, без проблем, это хороший инструмент. Но если хотите что-то более серьезное делать, то начинайте изучать, как эта ларка устроена, почему она так устроена, и где минусы, где недостатки. Как только вы откроете исходные коды того же Eloquent модели, много для вас станет ясным. Я, кстати, хотел тут сказать, тут вот Адель написала сколько пафосной чуши, что явист может написать мегасистему, но не каждый явист, конечно, может. Джавист может написать что-то прям супер крутое. Я говорю про статистику. Laravel лошара. Ларавельщик лошара. Но я хотел бы тут добавить, если я правильно понимаю, тот ли это Адель, который пишет плагин для Laravel, чтобы дать подсказки ларавельщикам в шторме, потому что там столько магии, что без плагина
нельзя пользоваться, ну, нельзя нормальный код писать, но, наверное, это тоже много говорит о Laravel, что они идут в сторону прям минимизации, ну, упрощения использования, но при этом во вред всем разработчикам, что разработчикам вообще думать не надо, им все уже готовое дали, настолько готовое, что собери блок за 5 минут. Ну, это конструктор со всеми плюсами и минусами. Но если человек такое пишет, он явно не понял мой посыл. Я говорю про то, что нанимать PHP-шников для написания сложного enterprise проекта гораздо сложнее, чем нанимать джавистов либо дотнетчиков. Я могу собрать команду из дотнетчиков вот на текущих рыночных условиях, когда на рынке гораздо больше людей, за месяц. Чтобы мне собрать такую же команду из серьезных PHP-истов, которые смогут его сделать на нормальном уровне, это будет гораздо больше сроки, гораздо большие риски. Ну, И без еще обид, при но оно этом так и есть. дообучить придется, да? И еще придется их дообучить каким-то технологиям, что у них нет. Мгм. Ну, и как бы, ладно мне-то, я-то могу их дообучить сделать, но я неоднократно видел людей, которые мне серьезно говорят ну, и с ними не поспоришь. Вот серьезные дядьки, CTO, у которых команды по 500-600 человек, что мы не хотим PHP, мы не можем на PHP найти кадры. А кадров вроде бы много, но найти их невозможно. И вот как так получается, что вроде PHP и дешевле, и вроде бы как у нас Ларка обещает, что у нас там все на мыле, можно собирать проекты за 20 минут, и вообще у нас тип-топ, но почему-то, как только HR начинают искать нормальных ребят, никто их не может найти. Ну, по крайней мере, в США. Может быть, в Европе ситуация другая, ну, в СНГ точно ситуация другая, у нас PHP-истов ну, физически больше, но вот такая вот ситуация на рынке. И я это слышал не один раз, и не два, и не три. И слышал это не от чуваков, которые просто там откуда-то пришли, а людей, которые управляют большими серьезными компаниями, серьезными отделами. Увы, такова реальность. Это как Твиттер открываешь, и люди начинают писать, на чем они зарабатывают деньги. И не знаю, обычно, когда ты каким-то языком пользуешься, ты говоришь, я на нем, там, не знаю, работаю, зарабатываю. А в Laravel идет, что я работаю на Laravel, заработал себе на машину. Слушай, ну я не хочу, честно, вот сейчас долбить Laravel. Еще раз, я считаю, что это неплохой продукт и неплохой конструктор. Вот. Но одновременно с этим я считаю, что он серьезно портит репутацию на PHP рынке найма. Потому что я сразу знаю, что людей, которые приходят на серьезные PHP-шные позиции, если у них нет в резюме Symfony, их даже не будут собеседовать. Мгм. Учим Вот тут Symfony, мне ребята. человек мне в личку пишет, что основной рынок PHP это WordPress. Ну, понятно, да, там по статистике большая часть сайтов это WordPress. И тут навевает мысль, может, все-таки просто в WordPress надо поддержать наш любимый WordPress, и он вытащит пыху в любые времена тяжелые. Не Ни вытащит. один язык. По-моему, WordPress как раз-таки уходит сейчас потихоньку в сторону, как бы без привязки к пыхе. У них там уже больше фокус на фронт, они уже больше переходят на TS и JS и что-то такое. Но они поступают правильно, они делают декапл от PHP. И когда они сделают полный декапл, PHP очень сильно потеряет рыночную долю. Вот так. Опасное заявление. Ну, не для тебя, для мира PHP. Слушай, ну я сам Стоит же PHP-шник, задуматься. я на пыхе пишу сейчас почти каждый день по несколько часов, поэтому когда мне предъявляют, что пыха говно, Java лучше, но я не согласен. Пыха реально тащит огромное количество use cases и огромное количество вещей на них можно сделать красиво и интересно. Но реалии мира таковы, что логистика найма PHP-шников, например, в США очень серьезно отличается от логистики найма .NET либо Java. Я считаю, вот эти вот три стека как бы находятся в одной корзине, потому что у трех стеков хороший ООП слой есть. У Cloudflare недавно была статистика, у них есть такая штука, Cloudflare Radar. Они берут, сколько тут, 5000 доменов из топа, ну, топ 5000 доменов, и, соответственно, там, скорее всего, большинство из них это какой-то хайлот, то есть весь хайлот, скорее всего, там, да.
И Ну, нет, вот если тут почему так посмотреть, решил? На Cloudflare и бложики вешают. вешают, но, я так понимаю, не из топа берут. Сейчас я посмотрю, откуда. Наверное... ну топ веб-сайтс. Они просто пишут топ веб-сайтс. В общем, там получается какая картина? Если мы откроем вкладочку Web Frameworks, там, ну, первая позиция это Next.js, всякие JS, потом Microsoft ASP, ну, это .NET наш, потом ROR идет внезапно, Ruby, и дальше идут PHP, ей второй, скорее всего, 4,2%. Потом идет Django, это Python, Spring у нас это Java, да? И дальше Laravel и Symfony. То есть у EA 4,2%, у Laravel 0,6% и у Symfony 0,6%. Я Не вообще знаю, не знаю, зачем я это сказал, но... я вообще не понимаю, чем это выборка, но это просто сайты, которые пользуются CDN Cloudflare. Сайты именно. Ну да. Думаешь, это обычные веб-сайтики? Обычный Ну, веб-сайтик пойдет на ROR фигачить или на .NET? ну, ASP, там есть нормальные CMS-ки, и на ROI есть CMS-ки. Поэтому, как бы обычно ты вешаешь CDN на такие проекты, когда у тебя он не вытаскивает трафик. Не вытаскивает трафик он у тебя, когда написан криво. Будем откровенны. Вот, либо частично криво. Ну, то есть, привет-привет, WordPress. На WordPress под трафиком без CDN делать нечего. Поэтому я не знаю, чем это выборка, но это выборка о клиентском пуле Cloudflare. Вряд ли она что-то говорит про состояние языка. Хотите посмотреть реальную выборку? Окей, открывайте Indeed.com, открывайте поиск вакансий и смотрите, сколько у вас вакансий исторически на Java, на PHP, на .NET, на Python, на все остальное. И вот там вам уже будет немножко более понятна траектория. Ладно, вброс не удался. Ну, кстати, по поводу Cloudflare, я еще в прошлый раз говорил, что если мы можем понять, какие технологии используются, наверное, это плохо для продукта, потому что раз Cloudflare может сделать такую статистику по каким-то признакам, то это, ну, как дыра как будто бы. Да вообще на самом деле пофиг. Ты открываешь любую большую компанию, открываешь LinkedIn и находишь их технологии, используемые в профиле и в вакансиях за 10 минут. То же самое. Причем не всегда на их сайте. То, что у них на сайтике сделано, но это может быть лендинг-пейдж, написано на пыхе, я не знаю, на чем угодно. Открываешь их резюме, и там бам тебе Python, бам тебе Java, бам тебе пыха на бэке. Это все прекрасно находится. Такую информацию не скроешь, если только, конечно, компания там не супер-супер секретная, у них там 5 слоев интервью до того, как тебя что подпустят к требованиям на вакансию. Поэтому, как бы, да. А, Ну, я рекомендую именно глянуть вакансии, потому что по ним будет очень быстро понятно, на чем пишут большие энтерпрайзовые приложения. Я думаю, что надо немножко двигаться дальше, уже время начинает Да. поджимать. Антон, что вот есть сейчас всякие PXP и Франкины. Я видел, что PXP это вроде... Алексей, что это? PXP? Rust? PXP это, да, это Rust. Это интерпретатор пыха на Rust, что-то в этом роде. Ну, Там типа, расширенный синтаксис пыхи. что ты думаешь о таких технологиях вообще? Будут ли они использоваться? И отдельно про Франкен и Свули хотел поговорить. Ну, про Франкен, наверное, мало кто знает, а вот про Свули знают многие, и в чате проскакивала эта тема. И есть бенчи, где Свули достаточно сильно опережает Roadrunner по производительности. И вот когда нужен Свули, а когда нужен Roadrunner? Ну, когда вам нужно, чтобы у вас приложение опережало Roadrunner по производительности, берите Свули. Вот, если у вас такой у вас домен, сделать максимально быструю CRUD-точку, пожалуйста. Как бы мое мнение, что, во-первых, отлично, что эти инструменты есть. Потому что раньше был только Свули, и у вас не было альтернативы. Сейчас у вас уже есть и Свули, и Roadrunner, и Franken. Все имеют плюсы и минусы. Вот. Но на практике
На практике то, что у вас Hello World отвечает в синтетике на 3 микросекунды быстрее, вас абсолютно ни о чем не спасет. GitHub написан на Ruby on Rails, напомню, который медленнее, чем пыхать 5 раз. Многие сайты написаны на питоне, и они обрабатывают огромные объемы трафика. Поэтому то, что вы выжимаете лишние пару секунд, никому это на самом деле на масштабах никого это не колышет. Колышет то, насколько это легко поддерживается, насколько вы можете быстро найти ребят на maintain, какой у вас инструментарий. Вот мое мнение, что наличие, например, того же Temporal в Roadrunner, ну, на 1000% перекроет любой бенефит от Свули. Потому что я ещё- могу делать... Могу Ладно, делать какие-то продолжай. сложные workflow и коммуницировать с 5 системами, там, где у меня в любом случае запрос будет занимать пару секунд, потому что нужно заходить в несколько частей. Ну окей, я сделал это на рутинах в Свуле, оно будет работать в одном процессе на 30 миллисекунд быстрее, но при падении терять все данные. Супер, молодец. Но ведь, наверное, еще внутри Roadrunner можно и Свули запустить. Можно. И двух Ну зачем? зайцев убить. Не знаю. А какого зайца ты здесь убиваешь? Ну, вот серьезно. Чтобы Получаешь функционал Roadrunner, там всякие очереди, gRPC, Temporal и так далее, и там, где HTTP, используешь Swooly, чтобы ускорить именно крат точки. Ну, пожалуйста, можете так делать, если хотите учить 2 технологии одновременно. Так в этом Ну, же и то есть смысл. я к тому, что имхо, как бы, хотите самый быстрый код, пишите на Расте, нате вы там. Берите вон Токио и вперед, и будет у вас самый быстрый крат в мире, который только вы одни будете понимать, как он написан и как его поддерживать. Бенефит от этого продукта будет 0. Если вы решаете проблему оптимизации точки, вместо того, чтобы оптимизации, как у вас работает бизнес и как он потребляет ваш продукт, вы решаете не ту проблему. Мгм. Вот тут кто-то спрашивает, почему Spiral так сильно проигрывает в бенчмарках Swooly и Workerman? Ну, потому что Spiral не асинхронный, а Свули и Workman асинхронные. Поэтому и проигрывает. У нас не было цели никогда сделать самый быстрый фреймворк на рынке. У нас была цель сделать мощный фреймворк. А то, что он там отстает на пару миллисекунд, опять же, повторюсь, это не самоцель. Как когда-то Паша сказал, Свули быстрее, а Roadrunner позже. Так что Ну, то есть мы все равно да. говорим про то, что он в 5-10 раз быстрее, чем классический пых. Благо его уже мало остается, там даже Laravel в Octane уже затянул. Но, как бы, опять же, ну, страдать и делать оптимизации ради оптимизации, ну, смысл, если от них бенефита никакого. Ну да. Кстати, от себя могу добавить, что за все время Swooly я использовал всего один раз, потому что Roadrunner дает из коробки гораздо лучшие, качественнее инструменты. И тулы, типа очереди, Temporal, хотя они есть, ну, какие-то из этих вещей, там, gRPC, WebSocket Swooly предоставляет, но Roadrunner это делает немножко по-другому и, ну, как-то по мне более правильно, что ли. Не знаю, как это лучше объяснить, но вот за все время Roadrunner завоевал мое сердце. Swooly нет. Хотя все говорят, что он быстрее, и там бенчмарки, и все остальное. Ну, дело в том, что Свули пишется с концептом скопировать функционал Go в пыху изначально. Каналы, карутины и все такое. Это модификация уровня языка. Она требует понимания этой парадигмы, она требует как бы немножко под нее подстраивания, чтобы использовать на полную катушку. Плохая ли эта парадигма? Ни хрена, отличная парадигма. Но это новая парадигма в любом случае. Roadrunner это не парадигма. Roadrunner это, ну, большой, очень мощный, очень крутой костыль для пыхи, чтобы она работала круче. Но она сам язык не трогает. Ну, и тут, наверное, еще суть в том, что на Roadrunner все это управление уже написано из коробки. То есть Roadrunner управляет там всеми воркерами, процессами, распределяет между воркерами запросы, а в Swooly они вроде как что-то и делают, но не до конца, и все равно самому нужно будет возиться, всякие коннекшены там делать, еще что-то. Ну, в общем, вот эту вот всю базовую обвязку все равно писать. Хотя, наверное, есть уже какие-нибудь инструменты, решающие эту задачу, но тем не менее.
Ну вот я считаю, что если вам нужно для инструмента писать какую-то низкоуровневую обвязку, то хреновый инструмент. Извините. Потому что, ну точнее, нет, извини, не так скажу. Если нужно писать низкоуровневую обвязку, это низкоуровневый инструмент. А такие вещи обычно не обсуждаются при... То есть не будет сидеть архитектор и говорит, давайте построим банковскую систему. О, давайте Свули возьмем. Она же с карутиночками, правильно? То есть, ну, такого понятия на этом уровне не существует. Поэтому вот почему вот мы сделали Temporal? Потому что как раз-таки инструменты уровня Temporal на таком уровне обсуждаются. Потому что когда вы делаете сложные системы, вам нужно знать, как они взаимодействуют. И для их взаимодействия инструментов сейчас, ну, минимально, там, Apache 3, Apache, там, по-моему, AirHostly называется, Camunda, такого плана. Но вот именно вот это вот выбирается и пишется с верхнего уровня. И вот нам было важно, чтобы если на верхнем уровне обсудили и выбрали workflow-систему, чтобы мы могли в нее сделать plug-and-play, а не так, что вот мы выбрали там Apache Airflow, а для нее пыхи нет драйвера, все, пыха закрыта, вход. Вот так вот живет Enterprise. Что-то я много нагнетаю сегодня, да? Но вы мне сказали нагнетать, я Не, нагнетаю. круто. Я только хотел сказать, что тут, наверное, стоит сказать спасибо Антону за Roadrunner. Все-таки Roadrunner пыху немного продвигает вперед, и весь инструментарий продвигает вперед, и он дал все-таки нам и Temporal, и gRPC в пыхе. Одним из... Ну, Temporal единственный, кто дает, а gRPC, наверное, сейчас и Свули дает gRPC, но все равно в Roadrunner как-то из коробки поинтереснее все это звучит. Ну, кстати, я не Не, смотрел, ну, как Свули работает, но они вроде что-то копируют даже у нас. они протобаф-генераторы у нас скопировали. Ну, это Мгм. как блок. Если декларации совместимы, вопросов не имеем. Но хотя бы рад, что они дожили до понимания, что нужен gRPC. Возможно, когда-нибудь доживут до понимания, что нужен еще и Temporal. Потому что, ну, когда у вас есть Temporal, gRPC уже меньше требуется. Ну да. Ну вот, Кстати, давай вот я вас спрошу. Я знаю, что вы сейчас пишете параллельно продукт с Temporal, да, и я знаю, что у него много чего завязано. Вот такой вот вопрос. Вы смогли бы вы его сделать на хорошем качестве без Temporal? я думаю, это просто без него не было бы этого продукта. На пыхе я имею в виду, что пришлось бы брать какой-то другой инструмент и Пришлось бы Java учить. ну Прям основательно учить. и тот смешок, что я издаю, это смешок, нервный смех, потому что я даже иногда осознаю, насколько Temporal изменил жизнь. То есть, когда там в Laravel есть, ну, они сейчас добавили вот эти чейны в queue, когда можно цепочку job запустить, чтобы они последовательно запускались, и там какие-то отмены были, если что-то пошло не так, или, ну, в общем, какие-то последовательности запускать. Тоже похоже что-то, но без отказоустойчивости и без контроля над всем флоу. Ну, как бы, что ты делаешь, и сейчас понимаешь, что после Temporal просто все остальное не нужно становится. Многие паттерны полностью исчезают вообще из обихода, когда на него переходишь. Это факт. Я помню, когда-то приходили на конференции, и люди рассказывали по часу про саги. Как написать сагу там на пыхе, это там очереди, база, стейты, откаты. А потом возникал вопрос, как вы будете откатывать откаты, такого плана. На Temporally у нас есть helper, который 15 строчек кода, который реализует паттерн сага. И он работает безотказно и откатывается, и откатывает откаты, если необходимо. Поэтому, ну, говорить всем, что учите Temporal, хотелось бы, конечно, но если вам Temporal не нужен, скорее всего, он вам не нужен. Но в какой-то момент времени вы просто приведете к такой сложности продукта, что без системы а-ля Temporal, а альтернатив у него сейчас особо-то и нету, написать продукт просто не получится. Вот мы сейчас пишем, например, яичные агенты. Мультиагентная система, где у вас LLM может вызывать инструменты, модифицировать контент, делегировать задачи другим агентам. Причем у всего контента есть лайф-цикл, чтобы при изменении файла он правильно блочился, потом релизился, при удалении папки все с него снимали ссылки. Такое написать на пыхе нереально. Я вам сразу. Ну, точнее, написать, чтобы это работало, ну, нормально работало, это нереально. Даже на Java такое сделать без вот нормальной абстракции workflow, я думаю, было бы тоже нереально.
Вот. На Temporal это пишется просто нативно. Я хотел дополнить твои слова, что если вы еще не используете Temporal, вы просто о нем не знаете, а не значит, что он вам не нужен. Просто многие не знают, поэтому не используют. Либо не понимают, что это такое. Ну, либо И решают задачи не того уровня, где он нужен просто. Потому что в любой системе, вот именно где у вас там больше, там, чем пара доменов, и между ними нужно коммуницировать, он там сразу уплывает система а-ля Temporal, либо какой-то свой workflow двиг, либо какая-то своя event-driven система, либо Kafka, и там уже становится больно. Если вы пишете бложики на Ларке, ну нафига вам Temporal, серьезно. Это просто будет overkill. так, Ну, отложенные я бы использовал. постинг, отложенная публикация постов в блоге. Гарантированная публикация. Нет, ну это как... Не в одном блоге, а в телеге и там везде. Ну, это как с танком приехать на детскую площадку, ну, наверное, да, такой use case можно сделать. Дети были бы рады. Так, ну, мы уже больше часа говорим. Я думаю, что пора уже заканчивать. И Антон нам выделил только час, а мы уже 13 минут потратили лишних. Поэтому... ну, давай, ладно, последние слова про Франкен, потому что раз уж я про него говорил, вот еще кто-то в чате спрашивает, что думаете о Франкен PHP. Может, у тебя есть какие-то инсайды еще дополнительные или нет инсайдов? Нет, Расскажи. я про него вообще не думаю, если честно. Вот. Я знаю, что люди говорят, что он быстрее и все такое, но я просто рекомендую почитать посты людей, которые его реально на проект ставили. Особенно те смешные посты, где люди ставили его на проект как замена Родранеру. Ну, ты имеешь в виду, что продакшн... Спойлер, они все еще на Родранере. Но он сырой, он сырой. То, что они Да, его спиарили по полной программе, это ок, но его бы по-хорошему еще пару лет допиливать и решать проблему с внутренним API, потому что то, как они запатчили стек, ну, нюанс. Хорош, Антон, хорош спойлерить. Я об этом вообще-то заметочку уже начал писать. Ну да, просто скажу, что если вы зайдете во Франкен в репозиторий, нажмете на красный шилдик баг, ну типа отфильтровать issue по багам, то там будет больше, чем одна страница багов. Нет, ну Если слушай, вы зайдете... тут- Если вы зайдете в Roadrunner, там будет всего один баг, который, я уверен, Валера сам для себя придумал миллион лет назад, просто чтобы он был. Чтобы выглядело так, что баги не закрываются, как в Laravel. Типа ты создал баг, а он закрылся. Валера, как Чак Что Норрис. баги... ну, понимаешь, как бы баги же тоже разные бывают. Там баг... Нет, это тоже, да, в заметке. Это вот про стек, это самый древний баг, который у них открыт, ну, в смысле, из текущих живых. И он пережил релиз, то есть они с этим багом вошли в релиз, сколько-то уже релизов стабильных сделали, и он Ну еще да. жив. А баг И считается он не так. собирается умирать. А баг читается так. Иногда в рандомных условиях, в рандомной ситуации все зависает. Вот он баг. Чините. Вот вы бы хотели на Там про проде иметь файберы, блок? про файберы самая тема. Там кажется. такое есть не только в файберах. Там есть и segfault, когда вы подрубаете xdebug, и segfault, когда вы ставите какое-то расширение маски. Ну, они написали приложение, где они склепали на костылях гошную и сишную часть. И как бы мы этим не занимались, потому что мы знали изначально, что это будет такое легкое самоубийство в плане сложности. Ну, они сделали продукт, и, пожалуйста. Сейчас они пытаются поднять у него стабильность. Но для подъема стабильности нужно время и понимание багов. Ну, короче, что хочет или сказать Rust. Антон, что на продакшене на свой страх и риск, и нужно быть готовым, видимо, к тому, что некоторые клиенты не смогут зайти на ваш сайт. Ну, зато у вас будет Franken PHP. Это ж модно. Модно и круто. Зеленый слоник. Ставьте туда Если уж мы- с Вули, наверное, если вам очень хочется карутины и там микросекундный ответ. Так ну, подожди, Свули быстрее Франкина, поэтому если нужна скорость, насколько я помню, он обгоняет все.
Да, ну, если нужна скорость и карутины, то ставьте Свули. А еще в следующей версии Свули в мажорном апдейте они 6 А, вроде а, там версия а, будет. если вам нужны каналы, асинхронность и настоящие атомики, ну тогда удаляете Свули, удаляете пыху и ставите Гошку. Селяви. Да, на этой прекрасной ноте предлагаю уже закругляться. Окей. Так, и так я просто подрезюмирую, да, у нас есть 3 совета, чтобы чтобы вы выжили, Подожди, вместе с Алексей, вами тут очень КП. важный вопрос на 2 минуты Антонова. Что вы думаете об агрегатор? В смысле, что я думаю про агрегатор? А ничего, что ты в него фишки затаскивал, которые я тебя просил в него затащить с графами? Не надо вот так вот. Ну, надеюсь, ты Хороший. пользуешься до сих пор? Да, каждый день пользуюсь. Удобная штука. Я пользуюсь Удобная штука. агрегатором. Было бы здорово в нем бы потом сделать какой-нибудь так поудобнее интерфейсик для Temporal, чтобы, например, знать, какой workflow дернул, что, где он завис, т.д. и т.п. Но полезная штука, да. Удобно дебажить. Хотя, наверное, Xdebug дебажить еще удобнее, но я со старой школы. Но стрим прошел не зря. Спасибо за ответы, Антон. Мы рады, Всё, что ты мы нашел время для нас. Понагнетать я всегда могу найти время. Да, Ну. я просто 3 совета от Антона, да, я их в конце на всякий случай. Это читайте книги и сорцы, то есть я добавил туда сорцы, когда там читайте сорцы Laravel. Это подводит вас ко второму пункту, это беги от Laravel, второй пункт. И третий пункт – учите Temporal. Ну, я не хочу, чтобы меня цитировали на бегите от Laravel. Я же говорил, что если ваша работа как бы покрывается ларкой, и вы Уже зарабатываете поздно. деньги. Окей. Поздно, уже Тейлор я Отвелл статью смотрит почти этот написал. стрим, поэтому он уже записал. Если он посмотрит стрим и добавит в ларку gRPC, поднимет качество, ну, простоту интеграции с другими технологиями, я буду только рад. Не, я тебя огорчу, но ишую про gRPC в Laravel мы, наверное, каждый второй стрим показываем. gRPC не будет в Laravel. Хотя они могут и удивить. Будет пакетик, значит, какой-то. Ну, PHP мы не будем обсуждать. Наверное. Это был сигнал завершения стрима. Давайте скажем всем пока. Да, всем спасибо, Пока-пока. что пришли, посмотрели на нас. Да, послушали. Пишите свои вопросы. Если будет много вопросов, пригласим нагнетателя еще раз. Только надо из шкафов Там, на достать самом роботов. деле, Адель имеет противоположную точку зрения. Надо его приглашать, если... О, отлично, давай. Будет интересно. Все, Да, предлагаю Адель приходит к нам на заканчивать. стрим. Угу. Ну, всем пока. Да, всё, всем пока. Пока.